организма, что не работает у тебя. Конкретно, что мне надо, что меня не устраивает в моем организме, как мне подготовиться, какой спектр микроэлементов и макроэлементов мне надо. Если у меня токсичная составляющая, если первый ребенок родится до 25 лет, это хорошо. В женском организме нельзя ставить болезнь в систему наблюдения. Не надо ждать и не надо опираться на мифы, которые в нашем обществе ходят. Очень важными здесь будут макро- и микроэлементы. Мы все-таки будем говорить о том процессе, как и что надо сделать, чтобы все-таки молодая девушка могла забеременеть и потом родить здорового ребенка. Первое, это очень банальный ответ, но он базовый и правильный. Если мы хотим разобраться, что конкретно нужно сделать с организмом молодой девушки, это будем говорить там 18-20 лет. Кстати, хочу сразу поставить первую такую фиксированную точку в нашем разговоре: 25 лет. Первый ребенок нормально, если бы девочка родила, женщина родила первого ребенка до 25 лет. Это нормальный процесс, это хороший индикатор, потому что после 25 лет есть риски, возникают риски, которые могут влиять уже на здоровье ребенка. Почему? Ответ очень простой. После 25 лет мы все начинаем стареть. То уже ничего не строится, наш организм переключается в систему другую. Поэтому, если первый ребенок родится до 25 лет, это хорошо, потому что включаются другие функции организма женщины, и тогда можно говорить о всех других процессах. Конкретно, что мне надо, что меня не устраивает в моем организме, как мне подготовиться к этому важному периоду жизни: зачатию, беременности, вынашивания, рождения и воспитания. Я должна как минимум сделать микроэлементный анализ волос. Я сейчас поясню почему. Потому что все факторы, которые можно было бы учесть, это витамины, какой спектр витаминов мне надо, какой спектр микроэлементов и макроэлементов мне надо. Если у меня токсичная составляющая, которая может негативно влиять на организм моего ребенка в перспективе, только один анализ по волосам это даст характеристику. Поэтому, если ко мне приходят люди, говорят: слушай, мы там планируем беременность, сейчас как раз вот буквально я не ответил на звонок, потому что звонила девушка, которая вышла замуж и 3 месяца живет открыто с человеком своим, и у них ничего не получается. И первый всегда ответ: слушай, человек, твоего мужа я продиагностировал. Те проблемы, которые в нем есть по анализу волосам, мы исправляем. Улучшение сама она увидела, что да, муж изменился. Она говорит: все-таки я еще не получила того, что я хочу, беременность. Есть другой вопрос. Давай будем делать тебе анализ, разобраться с твоим организмом, что не работает у тебя. Возможности есть такие системы. И правильные конкретные движения вперед для того, чтобы иметь этот позитивный результат в планировании семьи. Это первое, что я хочу сказать. Потому что мы будем говорить не о лечении, мы будем говорить о профилактике. Если есть конкретные заболевания у девушки, надо лечить. Не надо. Второй такой флажок, да, точка отсчета, вторая. В женском организме нельзя ставить болезнь в систему наблюдения. Понимаете, у человека есть какая-то меланома, или там еще миома, и там другая. Давайте посмотрим, как она будет. Нельзя этого делать. Даже самое малое образование надо лечить. Все системы должны быть досконально проработаны, досконально выведены в состояние здоровья. Поэтому, если есть какая болезнь, надо работать над ней. Не надо ждать и не надо опираться на мифы, которые в нашем обществе ходят. Перерастет, забеременеет, пройдет и так далее, и так далее, и так далее. Это неправда, это не работает, это тянет за собой много-много проблем. Потом, которые уже вырулить по-простому очень сложно. Поэтому очень важными здесь будут макро- и микроэлементы, о которых мы говорим, потому что именно знание о том, сколько и когда чего давать, какое время, в каком количестве, персонально для меня, также и витамины, хотя витамины они микродозы в нашем организме, но все-таки они есть базовыми регуляторами, которые именно включают и выключают и какие-то системы в женском организме. Нельзя их просто от себятиной заниматься. Второе, витамины всегда
принимали участие в формировании гормонов. А вы понимаете, для женщины гормоны это главное, да? Они есть биокатализаторами. Они образуют около 100 ферментов в женском организме. Ну, возьмем на примере, да, мы уже немножко об этом говорили, цинк. Если у женщины низкий цинк, будет проблема с прогестероном. И именно прогестерон – это вторая база, это вторая часть, которая очень важна для того, чтобы проходить нормально период беременности, выношение плода. Это за это отвечает цинк. Если мало меди, снова мы говорим о микроэлементы, получается это первая фаза, и это называется эстрогеновая фаза. Есть проблема с эстрогеном. Невозможно забеременеть. То есть фолликулы не развиваются, их мало, и что? Человек не может забеременеть. Вот вам первые такие два микроэлемента, цинк и медь, которые уже на своих фазах влияют на женский организм, что надо в первую очередь, чтобы забеременеть, а потом, что надо, чтобы было обязательно для того, чтобы эта беременность проходила. Начале должна быть медь, потом должен быть цинк, если все-таки прошло оплодотворение. Дальше. Витамин D3. Это уже все говорят о том, что это не просто витамин, его уже просто называют гормон. Идет на синтез гормонов. Он принимает активное участие в работе эндокринной системы и всей системы гормональной женщины. Поэтому D3 есть гормон. Витамина D главное. Учитывая то, что у нас солнца мало, синтез витамина D3 именно происходит с помощью солнца, поэтому должна быть соответствующая доза этого витамина, можно говорить и гормона, это будет и то будет правильно, для того, чтобы вся гормональная система женщины строилась правильно. И получается, уже я вам только назвал три величины: медь, цинк и D3. И мы уже видим, какие сильные влияния они имеют на женский организм. Смотрите, даже та же с группы витаминов В. Их разновидность на сегодняшнее время, так уже наука развивается, что уже мы знаем около 12 их разновидностей. Витамина Э, которая есть базовая также для женщин, для деторождения, витамин молодости, да, витамин красоты, его только есть 10 видов. Понимаете, то есть наука движется настолько быстро, и именно в разделе витаминов. Они постоянно делают какие-то новые открытия. Смотрите снова же, витамина С. А мы говорим не о синтетических препаратах, мы говорим о натуральных препаратах. И все-таки снова же в нашей витамине С, которую мы знаем есть в Нутрилайте, это есть аскорбаты. Аскорбаты. Это уже натуральная составляющая, не аскорбиновая кислота, которая есть в синтетических витаминах. Но этих аскорбатов тоже есть 4 вида. И получается, что мне надо, сколько мне надо. Чем дальше мы движемся в науке о витаминах и минералах, тем более сложнее ответить на вопрос, как помочь. Понимаете, да? Поэтому мы должны иметь правильную суплементационную программу, которая разрабатывается персонально под себя. И квазивитамины – это коэнзим Q10, каротиноиды, фитонутриенты, которые вообще нельзя синтезировать просто синтетическим методом, особенно фитонутриенты. Они только могут быть использованы из растений. Поэтому ответ, который вы всегда должны помнить, особенно женщин, мы сейчас говорим о женщинах, витамины нам нужны ежесекундно. Ежесекундно. В организме не может быть дефицита витаминов, потому что поломаются системы, которые я называю балансы. То есть те системы, которые отвечают за все процессы, чтобы в нашем организме работало. Это делают витамины. Поэтому так важно правильно суплементироваться. И поэтому я уже могу вам сказать, что надо делать в первую очередь для того, чтобы дать этот ответ самой себе.